Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об этой маленькой камере. Одной из самых недорогих моделей Fujifilm, которую вы только сможете найти. У меня уже был обзор на самую дешевую камеру Fujifilm с сенсором X-Trans 1, который называется XE1. В принципе, эта камера меня по большому счету всем устраивала, кроме пары достаточно критических недостатков, а именно контрастным автофокусом, но с ним еще можно было как-то мириться. Самым главным недостатком для меня был, пожалуй, то, что у этого фотоаппарата была очень плохая совместимость с объективами китайских фабрик. В общем, я ее выставил на продажу, не особо собираясь ее продавать, но ее достаточно быстро забрали, и мне пришлось искать замену. Я хотел камеру такую же недорогую, может чуть-чуть подороже, такую же маленькую и компактную, чтобы весило немного и можно было положить в карман куртки. Я рассматривал XE2, XE3, XT10, XT20, XT30, XT1 возможно, но под вопросом, потому что у меня уже есть камера размерами 1 в 1, как XT1, это первая Sony A7. Единственный вопрос, который меня мучил, достаточно ли хороши камеры с X-Trans 2, достаточно ли они быстры и будет ли мне хватать их технических возможностей автофокуса и других плюшек. Ведь дальнейшие поколения Fujifilm стоят ощутимо дороже, вполне сравнимо с полнокадровыми беззеркалками начального уровня. В общем, оказалось, что в доме по соседству продавали XT10 с набором китайских объективов. И я решил, что это судьба, и купил XT10. И я не пожалел. Первые ощущения от камеры были удивительно похожи на XE1, с небольшими нюансами по эргономике. Но было одно большое «но». Производители словно провели большую работу над ошибками. Теперь все, чего мне так не хватало в XE1, появилось здесь. Во-первых, сюда завезли нормальный автофокус. Да, формально фазовых датчиков здесь немного, и расположены они в центре. Но лично мне этого достаточно. Он работает достаточно шустро и более-менее точно. Не хуже моих зеркалок и начальных беззеркалок. И в отличие от XE1, он прекрасно работает со всеми китайскими объективами. Во-вторых, теперь здесь нормальный экран, который что-то видно. Он еще и откидной. Иногда это очень выручает. Видоискатель в целом такой же, но теперь там показывается не слайд-шоу, а нормальная плавная картинка. В-третьих, общее быстродействие немного возросло, и теперь его тоже достаточно. Все включается, выключается, переключается достаточно быстро. По быстродействию теперь это нормальная камера, которой вполне можно пользоваться. Но сразу напряг один момент. Камера оказалась слишком маленькая. В руке ее держать неудобно.
Если XE1 имеет большую ширину и меньшую высоту, и в руке ее держать еще так-сяк, то здесь ширина еще меньше, и руками схватиться буквально не за что. Более-менее комфортно ее можно использовать только с очень маленькими и легкими объективами, такими как TT Artisan 27 мм. С ними камера нормально влезает в карман куртки и вес не особо напрягает. С объективами побольше, хотя бы такими как SG Image 25 мм 1.8, использовать эту камеру уже не так удобно. Желательно добавить накладку или хват, а с ними камера в карман уже влезает со скрипом. Да и по весу и габаритам приближается к моей полнокадровой первой Sony A7. А Sony A7 тоже имеет вполне себе ретро-дизайн, выполненный в такой же стилистике. У нее гораздо удобнее хват и качество материалов, и в руках ее можно носить хоть целый день, а здесь не очень удобно. Если же нацепить откровенно ночные объективы 1.4, которые весят по 200-300 грамм, то камера становится откровенно неудобной в использовании. Пользоваться можно только если у вас есть дополнительный хват или накладка. Такую накладку мне отдал предыдущий владелец вместе с камерой. В общем, я даже немного жалею, что не взял XT1. Хотел камеру как можно меньше, но у миниатюрности тоже есть свои пределы. Что меня порадовало в Fujifilm вообще, и в этой камере в частности, это очень продуманное управление. Несмотря на то, что камера такая маленькая, управлять ей очень удобно. Во-первых, тут есть диск с выдержками, и несмотря на то, что он у меня стоит практически всегда в автоматическом режиме, иногда в случае, когда нужно быстро установить нужную выдержку, оп, и готово. Если у вас объектив с кольцом диафрагмы, то ее значение можно устанавливать на нем. Если нет, то как и у всех задним колесиком. Для полного счастья не хватает только колесика корректировки ISO. Но ISO здесь регулировать приходится очень редко, так как есть целых 3 настройки авто ISO на разные случаи жизни. Я такого еще нигде не видел. К тому же к нему есть быстрый доступ, либо через быстрое меню, либо можно повесить на одну из настраиваемых кнопок. Я повесил эту функцию на переднее колесико. Очень удобно. Нажимаешь на колесико и выбираешь нужное значение тем же колесиком. Вот у меня на Nikon Z5, например, авто ISO можно настроить только через меню. Быстрого доступа к этой настройке нет. А здесь, пожалуйста. Колесико корректировки экспозиции есть много где, есть и здесь. Тоже быстро и понятно можно переключать корректировку. Также есть диск с различными режимами съемки. Панорама, двойная экспозиция, режим одиночной и серийной съемки, брекетинг и дополнительные настройки кастомизации. Конечно, есть знаменитый рычажок переключения режимов автофокуса. Режим одиночной фокусировки, следящий и ручной фокус. Также есть два переключателя. Один переводит камеру в полностью автоматический режим, другой открывает встроенную вспышку.
Меню здесь просто образцовое. Простое, понятное, логичное. Очень легко все запомнить. Очень нравится, как реализовано быстрое меню. Здесь целых 16 значений, каждое из которых можно задать. Есть целых 7 настраиваемых кнопок, половину из которых я пока не придумал, чем забить. У меня в XE1 при нажатии одной из кнопок можно было легко перейти в бесшумный режим. Здесь такого сделать нельзя. Бесшумный режим можно включить только через быстрое меню. Зато сюда завезли электронный затвор с доступной выдержкой аж до 1,32. Конечно, надо признать, что Rolling Shutter здесь просто дикий, и при искусственном освещении очень хорошо прослеживаются характерные полосы. Так что на электронный затвор можно снимать только статику при свете солнца. Для стрита такой электронный затвор подходит очень плохо, только в каких-то исключительных случаях. Зато механический затвор настолько тихий, что в уличном шуме практически не слышен. Можно уверенно снимать незнакомых людей практически в лицо. Вообще для стрита камера подходит отлично. Хоть в этой расцветке и достаточно приметная, но она настолько маленькая и выглядит как пленочная камера, что никто не воспринимает ее всерьез. Подумаешь, какой-то престарелый хипстер с ретро-камеркой. Когда я снимал на Nikon, ко мне достаточно часто подбегали люди и требовали удалить кадры, хотя я их снимал достаточно издалека. X-T10 фокусируется плюс-минус так же, как и остальные камеры. Можно смело поливать слепую, особенно в солнечный день на закрытых диафрагмах. Даже если не попадешь, все равно будет нормально. Единственная претензия в этом смысле, в отличие от зеркалок, включается не мгновенно. Как, впрочем, и все беззеркалки, по крайней мере, те, что у меня были. Из-за этого не всегда удается запечатлеть что-то интересное. Что касается изображений с этой камеры, то по факту картинка плюс-минус точно такая же, как и со всех остальных Fuji. Особенно с матрицами X-Trans 1 и 2. Резкая и цветастая. Есть возможность выбирать различные цветовые профили. Я, правда, снимал в основном с профилем Velvia. Очень уж я люблю яркие цвета.
Подведем итоги. По факту камера отличная. Речь, разумеется, о своей нише. Нише любительской съемки. Легкой камеры на каждый день. Камеры для стрита. Маленькая, легкая, в прикольном дизайне, с удобным управлением. И по большому счету у меня к ней претензий нет. Ну, кроме того, что ее совсем уж неудобно держать в руках. Если носить в руке, конечно. Если носить на нашейном ремне, то без проблем. Я абсолютно не жалею, что не взял XT20, XT30, к примеру, или XE5 какой-нибудь. Быстродействия, автофокуса, качества картинки мне абсолютно хватает. Даже не вижу смысла лезть куда-то выше в линейке Fujifilm. Возможно, сейчас я бы лучше купил вместо нее камеру с немного другим форм-фактором и более удобную в руке. XE2, например, или XT1. Но это уже так, по большому счету, придирки.